Сегодня буду готовить бешбармак. Готовить его буду первый раз. Пробую. Мне одна из подписчиц, из женщин, кто-то написал: приготовьте бешбармак. И мы, когда переезжали в Краснодарский край, мы тоже останавливались, но там, по-моему, были... Татарстан был или что там было. В общем, неважно. Но люди тоже готовили бешбармак. И мы там заказывали в этом кафе бешбармак, смотрели, что это такое. И сейчас я у одного парня посмотрела в интернете, который готовит. Я посмотрела, что тесто он заводит на бульоне от говядины. У меня только говядина. Они, конечно, используют колбасу из конины, такая домашняя. Конечно, я представляю, какая-то вкуснятина. Но у меня нету, поэтому я буду на литре говяжьего бульона. Говяжий бульон, да. На литре, сейчас вот остынет, разводить свой бешбармак. Вот здесь у меня уже сварена говядина. Варится очень долго, очень много. Ее здесь хорошо. Это 20-литровая кастрюля. Уже варится больше 3 часов. Мясу моему вариться уже хватит. Буду вытаскивать. Оп. Оп. Конечно, они там варят бешбармак. У них и седло барана, козы. Раньше мы тоже с мужем держали козочек. У нас тоже всегда мясо козье было. Во. У меня чисто говядина. И все. Только говядина, долго-долго варившаяся. Все. Ставлю мясо остывать немножечко, потому что мне бульон сейчас будет нужен. Сейчас пока мясо я вынула, сейчас я режу кольцами лук и на 2 минуточки, даже на 3, опущу его в этот бульон, прям вот так в ситочке. Оставлю там повариться. Пусть оно поварится, он такой ошпарится даже. Он не сварится, но ошпарится, чтобы его выкладывать сверху мясо. Так. Там кастрюля выключать, она включена. Ой, газ. Какая кастрюля, дочь? Вот эта большая. Бульон? Нет, нет. Ульяна волнуется, что я мяско вытащила, а бульон кипит. Нет, большая кастрюля, в 20-литровой кастрюле сегодня варила. Так. Все. Так, и вот так вот опущу. Не опускается. О, опустилась. Так, поварешечка сейчас. Оп. Вот так оболью. Пусть ошпаривается, вот так стоит здесь. Вот. А сама пошла замешивать тесто. Тесто замешивать буду на бульоне, в котором варилось мясо, говядина. Представляете, какое вкусное будет тесто. Так. Остынет. Чуть-чуть еще горяченькое. Добавлю яйцо и муку, и все. Вот у меня остыл бульон после говядинки. Я на 100 грамм воды идет 1 яйцо. Так, и начинаю муку замешивать. Сейчас просеем, потом добавим, чтобы комбайну было хорошо замешивать. Сегодня останется тесто, ничего страшного. Я процедила, просеяла муку. Сейчас поставим потихонечку. Бульон соленый, поэтому подсаливать я пока не буду. И потихонечку. Хорошо с комбайном. А еще и папа сегодня сказал, будет раскатывать тесто мне.
Он мне сегодня цветочки подарил опять. Смотрите, какие красивые. Шикарные цветочки. Я пошутила, но он это принял за чистую монету. Но мне приятно. Очень приятно. Раньше я бы сказала, Иван, то есть, может быть, лишняя трата денег, может быть, еще что-то. У меня вообще такой характер. Но сейчас мне приятно, что он свои деньги посвящает моим цветочкам, выделяет сумму из своих денег. То есть мне приятно, и я даже не буду ничего говорить, пусть мне приятно очень. Пусть дети учатся, сыновья пусть учатся, что надо дарить цветы маме, женам своим в будущем. Я не знаю, как девочки научатся, они сейчас увидят, что Ульяна стоит, что папа дарит цветы каждый раз маме, и будут от всех своих мужей требовать от мужей, чтобы мужья им дарили. Сегодня Иван вымешивает тесто на бешбармак мне. Говорят, Женское это дело. настоящий носитель языка, и в каком народе это было сделано, говорит, что это должны делать мужчины. Вот папа сегодня помогает. Мне такое чувство, что ты стол сломаешь. Могу. Хватит уже, наверное. Последний час. И второй сюда же. Какой хороший получился. Твердое такое прям. Хорошее. Второй также. Колобки. А все, те уже писать. Вот это мы положим в холодильник минут на 20 отдыхать. Пока у Ивана отдыхало тесто, я разобрала мясо. Вот это вот чистое уже говядина у меня мясо. Сейчас Иван начнет делать все эти... Все же красиво, ну-ка. Иван старший сказал, что он замесил тесто, очень устал. Сколько выходных? 3 дня. 3 дня выходных ему теперь, ага. Скалочка у нас, надо такую вот. Большую. Да, я была знакома, когда мы жили в Ванино с одной узбечкой, у нее вот она была такая длинная, тоненькая такая, удобная такая. Просто сложи его, да? Все. Все остатки от заготовок, которые останутся, уйдут на лапшу. Все уйдут на лапшу. Если останутся, папа их готов перекрутить все. Все. И вот так. Все на лапшу. Ой, какие прям получаются. Ульяна, дочь, Да,
Включай большую кастрюлю. Газ включай. Я процедила свой бульон, чтобы он был чистенький. Чуть-чуть сюда водички наливаю. И начинаю варить свои заготовочки. Я не знаю, как они называются. У нас это лапша, но это не лапша. Все я выкладываю туда. Сильно разваривать не буду. Долго настраивалась приготовить это блюдо. Вы знаете, я сейчас скажу, оператор меня не поймет, но я думаю, это будет одно из моих любимых блюд, потому что тем более это делал он, раскатывал. 5 выходных. 5 выходных. Смотрите, блинчик к блинчику идет. Смотрите. Теперь, что делаю я теперь? Вот это мяско я укладываю вот так. Вот так укладываю. Это мы уже одно блюдо сделали. Сегодня мы таких блюд будем делать 4, чтобы на всю семью. Смотрите. Это 6 выходных. Я делаю ручками, потому что я делаю для своих деток. Никого я не угощаю, если мне начнут писать, что перчатки, халатик. В халатике я вообще не хочу ходить. Ой, в халатике, в фарточке. Вот так, вот. Этого достаточно. Мяско как раз на 4. И для красоты я сюда укладу перчик острый. Да, но это не для вас. Это для взрослых перчик, а для маленьких без перчика будет. А ты знаешь как? Иди сюда, Иван. Иди, моя, залази сюда. А теперь ты с мамой продегустируешь, как это надо кушать. Смотри, давай мяско отодвинем. Сейчас мы будем доготавливать. У нас как раз кипит вода для всех. Мы с тобой берем листочек. Так кушается. Укладываем кусочек мяска. И вот так, смотри. Давай я тебе покажу. Тебе сделаем теперь большой. Я тебе чуть-чуть мяско. Я знаю, что ты не хочешь. Давай тебе чуть-чуть. Откусывай. Прям откусывай. Угу. А остальное оператору? Остальное оператору отдадим. Без мяса? Без мяса. Ну как? Вкусно? Да. Стол накрывается еще, а Ваня остановиться не может. Правда, без мяса, но кушает именно вот из теста вот эти штучки. Уж очень ему понравилось, да, сына? Еще, говорит, хочу, еще хочу. Вкусно, что ли? Да? Ну вот, видишь, какое блюдо. Говорят, пишут много про него, что очень вкусное блюдо. Столом дети кушают новое блюдо. Кому нравится? Мне. Что, всем нравится? Только если мне нравилось, только если бы Что, если бы? перчика не было. Да перчик ты не ешь его? Мне вот этот красный попался. Ты перчик-то не ешь? А я не ем, он тут попался. Просто попался? Да. Но ты его откладывай, перчик не надо тебе кушать, конечно. А мне наоборот с перчиком нравится. Ну это на любителя. Да. Так что приятного аппетита вам, дети. Спасибо. Все, кушайте. Спасибо. Спасибо.